Привет! Меня зовут Лена. На своем канале я готовлю полезный десерт без сахара. Сегодня я покажу вам, как приготовить низкокалорийный и низкоуглеводный зеленый торт с начинкой из киви. Этот легкий и вкусный тортик внесет красок в любой серый день и подарит вам много витаминов и хорошую порцию белка. Еще при приготовлении этого торта я провела небольшой эксперимент и покажу вам, как делать не надо. Друзья, я также готовлю для вас видео с рецептом знакомого многим торта Эстерхази. Сказочное сочетание ореховых коржей и нежного карамельного крема с тонкой прослойкой абрикосового джема. А в ПП-варианте этот торт заиграл новыми красками. Это видео выйдет совсем скоро. Подписывайтесь на мой канал и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить этот вкуснейший тортик. Для коржей зеленого цвета нам в первую очередь понадобится шпинат. Замороженный шпинат часто продается вот в таком спрессованном виде. По весу нам нужно 120 грамм. Наливаем 20 грамм воды и отправляем шпинат на плиту. Нужно поварить его пару минут до размягчения. Перекладываем в чашу или в блендер. Добавляем 130 грамм мягкого творога и тщательно измельчаем блендером до получения наиболее равномерного цвета. Сюда же разбиваем 4 яйца и тщательно перемешиваем жидкие ингредиенты. В отдельной чаше соединяем 115 грамм муки. У меня смесь соевой и рисовой. Берем здесь светлые виды муки, чтобы цвет коржей оставался ярким. В этом отношении рисовая мука идеально подходит. А соевую я выбрала за высокое содержание белка. Можно использовать и другие виды муки. Добавляем к муке остальные сухие ингредиенты. Это 10 грамм разрыхлителя, 14 грамм подсластителя и пол-грамма ванилина. Использую здесь ванилин для максимально насыщенного аромата, чтобы скрыть любой возможный аромат от шпината. Также для этих целей можно добавить цедру лимона или апельсина. Они тоже очень классно будут смотреться в этом торте. Соединяем сухие и жидкие ингредиенты и тщательно перемешиваем. Вот такое ярко-зеленое тесто у нас получилось. Выпекать будем одним пластом на антипригарном коврике. Проверьте, чтобы у вас хорошо размещались 3 коржа по 16 см. Если не помещается, то можно использовать второй противень. Распределяем тесто так, чтобы точно разместить 3 коржа. А также, чтобы было достаточное количество обрезков. Они нам понадобятся для обсыпки. Отправляем выпекаться в духовку, разогретую до 160 градусов Цельсия, примерно на 25 минут. Готовность коржа проверьте зубочисткой. Важно не передержать этот корж в духовке, так как с каждой лишней минутой выпекания он начнет темнеть и терять свой насыщенный зеленый цвет. Вырезаем 3 коржа диаметром 16 см с помощью ножа и кольца. Вот такие коржики получаются. Упаковываем их в пищевую пленку и отправляем в холодильник до сборки торта. Обрезки пригодятся для обсыпки, и здесь есть 2 варианта. Либо наломать их на небольшие кусочки и просушить в духовке при самой низкой температуре. Тогда получится сухая обсыпка наподобие медовика или Наполеона. Либо оставить в таком виде, тогда покрытие будет более влажным и сочным. Приготовим начинку. Нам понадобится около 600 грамм неочищенных киви. Очищаем их от кожуры. В очищенном виде нужно 500 грамм. Измельчаем с помощью блендера. Вот такое красивое пюре получается из киви. Половину пюре отправляем в сотейник. Добавляем к нему 7 грамм агар-агара. Тщательно перемешиваем. Отправляем пюре на плиту и добиваемся уверенного кипения для активации агар-агара. В горячее пюре добавляем 9 грамм подсластителя и оставшееся пюре из киви. Обратите внимание, как отличается цвет. После кипячения цвет пюре стал более тусклым.
Именно поэтому я предлагаю нагревать не все пюре, а только половину, чтобы сохранить цвет. Теперь важно очень тщательно размешать оба вида пюре между собой. Начинку нужно заливать в две формы диаметром 14 см. Если у вас нет готовых форм, то легко можно сделать их из фольги. Этот способ я показывала в видео лайфхаки для кондитеров. Внутри их обязательно прокладываем пищевой пленкой и выкладываем пюре в формочки поровну. Сверху тоже накрываем пищевой пленкой. Желе на агар-агаре стабилизируется уже при комнатной температуре. Когда оно остынет, переносим его в холодильник до сборки торта. Для нежного крема нам понадобится 400 грамм рикотты. Соединяем ее в блендере со 130 граммами мягкого творога. И добавляем 9 грамм подсластителя. Промешиваем блендером до однородности. Вот такой гладкий крем получается. Он может быть у вас более густым или жидковатым, как у меня, в зависимости от того, как долго вы взбивали его блендером. В этом рецепте это не принципиально, даже такая консистенция подойдет в этот торт. Перекладываем крем в кондитерский мешок и храним в холодильнике до сборки торта. Перед сборкой торта нужно еще подровнять коржи. При таком способе выпечки они обычно получаются не идеально ровными. Поэтому я немного срежу ножом выпуклые части. Можно срезать и всю верхушку, если желаете, но коржи у нас и так довольно тонкие, поэтому я стараюсь по возможности сохранить их толщину. Срезаю только выпуклые места. Вот так получается уже вполне ровный корж. Также поступаем со всеми коржами. Приступаем к сборке торта. Нам понадобится форма диаметром 16 см. Она уже стоит на подложке. По стенкам проложена ацетатная лента. На подложку капаем немного крема, чтобы зафиксировать торт. Выкладываем первый корж. Не пропитываем. И выкладываем слой крема. Как видите, крем здесь может быть очень мягкий, это нормально. Пока торт настаивается, лишняя влага из крема хорошо пропитает наши коржи, и получится идеальная мягкость. Распаковываем начинку. Вообще начинку на агар-агаре не стоит замораживать, она может потечь. Но я решила немного подморозить, чтобы на видео легко и эффектно положить начинку в торт. Так вот, не делайте так, не кладите желе на агаре в морозилку, особенно в этом торте. После разморозки из начинки выделилась жидкость, и это, конечно, сделало торт менее стабильным, чем обычно. Укладываем слой киви. Из холодильника он, конечно, будет более мягким, как желе. Немного добавляем крема по краям. Выравниваем. Суммарно в один слой может уйти до 200 грамм крема. И выкладываем второй корж. Плотно прижимаем. Второй слой крема, тоже примерно 200 грамм. Второй слой начинки из киви. Также выравниваем крем. И третий корж. Покрываем оставшимся кремом. Укрываем торт пищевой пленкой и отправляем в холодильник как минимум на 12 часов. Перед украшением торта осталось измельчить коржи на обсыпку. Здесь примерно 130 грамм коржей. Этого обычно хватает на обсыпку тортика. Измельчаем в блендере в крошку. Вот такая, будто влажная, сочная крошка получается. Немного похожа на мох или на какую-то зелень. Когда тортик настоялся, снимаем с него кольцо и ацетатную ленту. Как видите, крем уже намного более плотный. Вся лишняя жидкость из него ушла. Берем 100 грамм мягкого творога с 3 граммами подсластителя и аккуратно покрываем торт по бокам очень тонким слоем. Нам нужно сделать обсыпку, и этот слой крема нужен только для того, чтобы обсыпка хорошо прилипла к тортику.
Немного выравниваем, чтобы слой был ровный. Если вы не планируете делать обсыпку, то выберите другой крем на покрытие, более стабильный, например, на основе рикотты. Оставшийся крем я выложила сверху, тоже чтобы крошка хорошо прилипала. Немного выравниваю. И посыпаю крошкой. Удобнее всего это делать над противнем, потому что крошка всегда сыпется вниз. Если у вас на торте планируется много декора, то обязательно оставьте непокрытым место, где он будет лежать. На креме декор хорошо зафиксируется, а на крошке не очень. Хорошо покрываем бока и утрамбовываем. Украсила я очень просто. Это мои конфетки клюква-миндаль на основе проростков и немного кешью. Это зеленое покрытие создает такой эффект бархатности, очень милое и мягкое. Давайте разрежем наш тортик. Он весь очень мягкий и нежный. Необычные зеленые коржи, мягкая начинка из киви. И все это в обрамлении нежного крема на основе рикотты. Это очень вкусно. В моем варианте это полностью зеленый торт, но при желании можно сделать начинку в нем другого цвета, например, ягодную. Будет очень ярко, и на мой вкус с этими коржами сочетается любая фруктовая или ягодная начинка с кислинкой. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, мне будет очень приятно. Подписывайтесь на мой канал и делитесь этим видео с друзьями. Пока!